Начнем наши глазки. Для этого мы сначала отметим простым карандашом, где у нас будут зрачки. Делаем это симметрично и примерно нарисуем глаза, так чтобы нам легче было выкладывать ниточку, и они у нас получились одинаково. Я сначала нарисовала глаза на бумаге отдельно, а потом уже их рисовала на самой кукле. Просчитываю, чтобы было равномерно по количеству стежков. И делаю такой набросок, примерно какие будут глаза. Показывая вам весь процесс, мне создание таких глаз очень понравилось. Я думаю, что буду использовать его и при других моих игрушках, и не только кукол, потому что получается легко и просто, и очень эффектно. Навожу карандашиком простым. Дальше мы возьмем с вами, отметим, где будут зрачки, откуда мы начнем выкладывать наши глазки. Отмечаем. Вот таким образом. Дальше мы берем с вами черную нитку. Она нам понадобится. Мы начнем делать зрачок. Делаем узелочек. Так, ну и выводим, где-то с затылка. Там у нас будут волосики и не будет видно. Выводим нашу иглу в центре глаза, там, где у нас будет зрачок. Мы его с вами отметили. Вот так делаем плотненько. И нам понадобится теперь основной инструмент. Это клей. Берем клей. Предлагаю вам взять прозрачный. У меня, к сожалению, под рукой не было. У меня такой он немножко желтоватенький. И вот так вокруг ниточки, там, где будет формироваться зрачок, мы наносим клей. У меня большое отверстие в тюбике, поэтому я делаю при помощи булавочки. Наносим клей, делаем кружочек, и немножко можно тоже на ниточку. И теперь смотрите, берем иголку и вставляем рядышком с отверстием, откуда вышла наша иголка, и вот так обматываем, выкладывая вот кружок, зрачок из ниточки. Получается, что мы с вами не вышиваем ее, а выкладываем ниточкой. Можно себе помочь пальчиками. Давайте я вам немножко покажу быстро, как я это делала. Делаем зрачок по размеру, какой вы себе нарисовали. Глаза будут разные, поэтому выкладываем по вашему рисунку. Закончили. И теперь смотрите, мы с вами ниточку вытягиваем тоже на затылочек. Подтянуть аккуратненько, чтобы здесь у вас не образовался узелочек. Таким образом закрепляем. И вот, смотрите, зрачок готов. Какой он получился ровный, красивый. Так же само делаем и на втором глазике. И я тоже вам покажу этот процесс. Смотрите, я себе помогаю выкладывать крючком. Так, придавливаю.
И вытягиваем ниточку на затылочек. Вот такие у нас зрачки получились, смотрите, хорошенькие. И теперь вот эти ниточки, которые на затылочке, мы с вами их можем обрезать, потому что они нам больше не понадобятся. Завязывать их не нужно, потому что они посажены на клей. Ничего у нас с вами никуда не вылезет. Убираю, чтобы черная ниточка нам не мешала. Берем с вами коричневую нить, ею мы будем выкладывать глаз, продолжать, будем делать веко, радужку. Опять же делаем узелочек с затылка, закрепляем и выводим иглу во внутреннюю часть глаза. Мы с вами нарисовали контуры глазика, и вот во внутренний уголок глаза мы выводим иглу. И этой коричневой нитью мы будем выкладывать как бы форму глаза. Поэтому смотрите, мы в другую часть уголка, внешнюю, вводим нашу иголочку равномерно, а выводим ее мы вот здесь, во внутренний угол другого глазика. Угу. Делаем с вами сразу два глаза. Сильно здесь не затягивайте, потому что нам нужно будет, видите, выложить глазик. Вот таким образом. Видите, какой красивый получается? Тоже нам надо закрепить, поэтому мы берем клей и иголочкой, ну или чем вам удобно, может быть шпажкой, тоненько, делаем вот с клея такую полосочку, и на нее как раз мы приклеим этот коричневый цвет. Ну, у меня коричневый, может, вы будете вязать каким-то другим цветом. Это уже выберете вы. И тоже крючком очень удобно, я вот так как бы продавливаю и приклеиваю. Так же самое делаем и на втором глазике. Смотрите, считайте по столбикам, чтобы у вас глазки были одинаковые, симметричные. Процесс повторяем на втором глазе. Нитку мы выводим на затылок, потому что она нам ее надо закрепить. Здесь не натягивайте сильно, лучше потом подтянуть, когда уже проклеите ее. Ну вот, готово. Как вам такие глазки? По-моему, уже неплохо. Ниточку оставим пока. Так, теперь берем более светлую нитку. Опять делаем узелочек. Это светло-коричневый я беру, потому что у меня карие глаза. Поэтому, видите, я взяла темную коричневую, а сейчас радужку буду выкладывать светло-коричневым цветом. И выводим вверху зрачка. А тут я себе буду помогать кусачками, щипчиками, плоскогубцами. Плоскогубцами. Так мне проще вытягивать иголку. Подтянули. И вот так мы будем делать вокруг, выкладывать при помощи клея. Ну и тут мы будем делать стежки немного. Будем выкладывать радужку. Процесс тот же самый. Не забываем клей наносить. И выкладываем вокруг
зрачка вот так ниточку. Делаем это до уголка по кругу и нить выводим на затылок. Таким образом ее закрепляем. Вот. И опять иглу выводим и выкладываем. Помогаю себе крючочком. Видите, тут отличается тем, что мы каждый раз выводим иголку на затылок. Потому что у нас идет не по кругу наша радужка, а видите, она идет как бы полукольцом. Вот формируется глаз. Так же самое делаем и второй. И давайте я покажу, как получилось. Вот так. Дальше мы будем, видите, с вами делать белок глаза. Я уже взяла белую нить и выкладываем так же само с внутреннего угла внешний. Думаю, что процесс понятен. Покажу вам до конца, какие глаза получаются. Выкладываем. Единственное, что здесь мы, смотрите, мы делаем как бы полукруги такими стежками. И не забываем проклеивать ниточку клеем. Как я уже сказала, лучше возьмите прозрачный клей. И тогда у вас такие красивые глаза останутся у куклы надолго. Клей не будет видно на игрушке. И глазки будут очень выразительные. Также делаем и второй. Вот два глаза готовы. Вот такая красота получилась. И теперь у нас, помните, осталась темно-коричневая нить. Вот сейчас мы выложим нижнее веко. Оно у нас будет не до конца, а до середины глаза. Поэтому мы, помните, ниточку не обрезали. Мы просто находим эту темно-коричневую нить. Вдеваем ее в иглу. И начинаем с вами, но не с внутреннего угла глаза, а с внешнего. И мы не будем доходить до начала глаза, так сказать. Но сейчас я вам покажу. С внешнего угла мы выводим иголку. Я помогу себе это сделать при помощи плоскогубцев. Так, и видите, формируем иголку, нижнее веко, но выкладываем темную нить не до внутреннего угла глаза, а где-то посередине, так чтобы у нас красиво очертился глаз. И выводим нить на затылок. Да, тут тоже я себе помогу инструментом, потому что немножко клей уже подсох. Немножко сложновато. Не затягиваем здесь нить, тоже немножко свободно оставляем, чтобы у нас красиво легла темно-коричневая нить под беленькой. И получился как бы такой подрисованный глаз, подкрашенный, не знаю, но яркий такой получается. Не забываем промазать клеем под этой ниточкой. Видите, очень важно натяжение нити отрегулировать. Сделали второй глаз так же само.
И теперь мы будем с вами делать века. Для этого мы с вами возьмем ниточку такого же цвета, с которой у нас связано личико. Отмеряем примерно необходимое количество по глазу от внутреннего до внешнего уголка глаз. Мы отмеряем с вами и отрезаем 2 равных отрезка. Мы с вами не будем их прошивать, мы их сформируем, просто вот так приклеим. И вот должно получиться вот такое веко с одной и со второй стороны. Я это уже сделала. Смотрите, как это получилось. Вот уголки нужно немножко хорошо проклеить и так придавить их. Формируются глаза. Так, ну и возвращаемся. У нас темно-коричневая нить. Мы будем делать, уже заканчивать наши глазки, поэтому выводим в внутреннюю часть глаза иглу. Так уже мне сложно, поэтому инструменты в помощь. И поверх вот этого века выкладываем, создавая такую тень. И во внешний угол глаза. Тут делаем уже сразу на второй глаз. Вводим иголочку. Но не забываем при этом проклеивать. Каждый раз мы прокладываем клеем тонкую полосочку и нить приклеиваем. И вот такие выразительные глаза получаются у куклы. Видите, как красиво. Опять же, следите за натяжением нити. Видите, если вы немножко больше подтянете, то эта темная нить будет падать и не будет такого эффекта века. Аккуратненько выкладываем, проклеиваем. Вот видите, я придавливаю. И точно так же повторяем на втором глазе. Вот так. Заканчиваем глазки. Нить вывожу на затылок. Это последний наш стежок. Выкладываем на втором глазике. Проклеили, выложили, закончили. И нас осталось сделать блики. Для этого мы возьмем с вами белую нить. Как обычно, узелок с затылка. И добавляем глазам жизни, искры. Я вам покажу немножко процесса. Принцип тот же самый. Делаем узелочек, или можете просто пару стежков белым сделать. Точно так же повторяем и на втором глазике. Я сделаю это за кадром. А теперь покажу вам, какие получились глаза. Ну как вам? Если вам понравился мастер-класс, поставьте лайк, мне будет приятно.